Ого, вот это большая птица. Именно так большинство людей реагируют, когда видят гарпию в первый раз, будь то вживую или на картинке. Красивая птица, ну, просто огромная, свирепая, гордая, величественная, больше, чем жизнь. С остальным блеском в глазах, который практически говорит: «Лучше не связывайся со мной, малыш, я ем таких, как ты, на завтрак». Однако, если вы не хотите встретиться с ним в реальной жизни, и это понятно, то вы можете узнать о гарпии в этой статье, которую мы для вас подготовили. Полная фотографии и интересных фактов – это почти так же хорошо, если не безопаснее, как встреча с гарпией вблизи. Для некоторых гарпия может выглядеть настолько странно, что с одного ракурса она кажется немного похожей на человека, который косплеит птицу прямо из зловещей долины. С другого ракурса она похожа на покемона. Пожалуйста, скажите мне, что вы тоже ее видите. А с третьего ракурса она похожа на какое-то странное существо, которое, возможно, держали в надежной клетке где-то в зоне 51 после аварийной посадки на инопланетном космическом корабле, направлявшемся на Землю с Бларгона-7. В любом случае, мы здесь, чтобы развеять мифы, окружающие эту величественную птицу, с помощью некоторых убедительных фактов о гарпии, нескольких фотографий, чтобы показать ее настоящую красоту и приправить все это некоторыми забавными подробностями. Гарпия является одной из самых больших птиц в мире. Эти свирепые хищники могут достигать 102 см в длину, причем самки обычно немного крупнее самцов. Вес самок гарпий составляет 6-9 г, в то время как вес самцов – 4-5 г. Однако самая большая зарегистрированная гарпия весила целых 12 кг. Интересно, что размах крыльев гарпии не так уж и впечатляет по сравнению с ее ростом – около 2 метров. Что, если вы спросите нас, все равно весьма впечатляет. Гарпия носит модное пальто из темно-серых перьев, подчеркнутое белым низом. Отличительная черная полоса оперения украшает ее шею, а на голове формируется гребень из серых перьев. По сути, она носит корону, потому что гарпия – король своей среды обитания. Помимо короны, когти гарпии также весьма впечатляющие и могут соперничать по размеру с когтями медведя-гризли. Эти когти не просто для красоты, они могут оказывать давление в несколько сотен фунтов, позволяя этим орлам дробить кости своей добычи в тот самый момент, когда она их ловит. Да, вы угадали, гарпия на 100% плотоядное животное. Основу их рациона составляют млекопитающие, живущие на деревьях, такие как ленивцы, обезьяны и опоссумы, хотя они также любят перекусывать ара, рептилиями и игуанами. Самки обычно охотятся на более крупную добычу, оставляя самцам более мелкие кусочки. Эти величественные птицы обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Обычно они предпочитают места с густыми, непрерывными лесами и проводят большую часть времени в пологе. Фактически, их очень редко можно увидеть летающими над пологом леса или на любых открытых пространствах. Однако, чтобы найти точное место обитания гарпий для наблюдения за птицами, потребуется немало исследований, просто потому, что они довольно хорошо прячутся и довольно неуловимы. Гарпия чаще всего встречается в таких странах, как Бразилия, Эквадор, Суринам, Французская Гвиана, Колумбия, Венесуэла, Боливия, Парагвай, Перу и северо-восточная Аргентина. Если вам повезет, вы также сможете увидеть гарпию в Мексике и Центральной Америке, однако популяция там довольно мала. Теперь, когда вы ознакомились с базовой информацией, вы, возможно, готовы узнать несколько интересных фактов о южноамериканской гарпии. 1. Южноамериканские гарпии моногамны, и поскольку продолжительность их жизни составляет около 30 лет, большую часть времени они проводят со своей второй половинкой. 2. Гарпии строят огромные гнезда из палок размером примерно с двуспальную кровать. Двуспальная кровать, которая висит на дереве на высоте около 100-165 футов, 30-50 метров. Обычно они используют около 300 веток для строительства этих огромных гнезд и постоянно приносят свежие веточки, чтобы заменить старые, чтобы содержать его в чистоте от паразитов. 3. Несмотря на огромный размер гарпии, она съедает всего около 1,75 фунта, около 800 граммов, пищи в день и не охотится каждый день.
Это потому, что они прячут свою добычу на деревьях и пожирают ее в течение нескольких дней. 4. Хотя гарпия является национальной птицей Панамы, ее изображение также можно найти на эмблеме колумбийских ВВС, как символ биоразнообразия Эквадора и на венесуэльских купюрах достоинством 10 боливаров. 5. Гарпия также известна как экологический детектив. Это потому, что ее присутствие означает, что в экосистеме есть полное равновесие. 6. Совсем недавно в интернете появилось чудесное изображение радужной гарпии. Однако, хотя птица, изображенная на изображении, действительно потрясающая, это всего лишь фотомонтаж, а гарпии бывают только в своих обычных серых тонах. 7. И последнее, но не менее важное. Фоукс, Феникс из фильмов о Гарри Поттере, был создан по образу орла гарпи.